Ну вот какая зима, такие хороводы. Всем привет! В этом видео предновогодние и предрождественские распаковки посылок с товарами, приобретенными на eBay и AliExpress.com в ушедшем году. Наступивший год для меня и моей семьи станет юбилейным, поэтому год обещает быть интересным, добрым и праздничным. И в уходящем году я успел сделать еще несколько покупок. Сегодня я познакомлю вас с этими товарами. И начну, пожалуй, с грязно-белого пакетика. Здесь находится крепление Magic Arm или волшебная рука в переводе. Используется для крепления накамерного света, вспышки небольшой по массе, фото, экшен и даже видеокамеры. Кстати, обычную мою видеокамеру Panasonic HC-V770 также легко удерживает. Фото размещу в паблике канала, а вот зеркальную фотокамеру Olympus E510 массой 800 грамм уже не потянет. Данный кронштейн фиксируется с помощью такой вот металлической струбцины на любой поверхности. У самой струбцины есть два отверстия для фиксации каких-то элементов с размером 1/4 дюйма и, по-моему, 3/8. Губки струбцины оклеены резинками для того, чтобы не повредить какую-то поверхность. Вся конструкция выполнена в основном из металла черного цвета, только вот эта большая ручка здесь пластиковая. И вот этот диск также пластиковый. Состоит из 7 элементов: струбцина, двухколенчатого такого кронштейна, площадки для крепления на башмак камеры, нескольких дисков, тут с отверстиями 1/4 дюйма, вот такой цилиндрик, также с отверстием 1/4 дюйма резьбой, и вот такой диск, здесь 3/8 резьба. Конкретно на AliExpress можно найти подобные кронштейны различных модификаций, например, для крепления экшн-камер. А также есть предложение купить все элементы отдельно. Но пользоваться нужно с некоторой осторожностью и по возможности винтовые соединения не пережимать и не перекручивать. И главная фишка этой волшебной руки в том, что при затягивании данной ручки барашка все подвижные узлы одновременно фиксируются в нужном заранее выставленном положении. Это удобно, поскольку не нужно каждый узел затягивать отдельным винтом. То есть одной рукой мы фиксируем положение света или камеры в пространстве, наводя на объект, например, а другой закручиваем ручку. При этом ракурс можно изменять в процессе съемки, придавая своему видеоролику какую-то подвижность. И также есть возможность, как я сказал ранее, фиксации каких-то элементов на горячий или холодный башмак видеокамеры. Если понадобится сделать какой-то вынос света или микрофона, под любым углом, в любом положении можно зафиксировать. В продаже имеются два варианта крепления длиной 7 дюймов и 11 дюймов. В моем варианте это 7 дюймов. И максимальный вынос составляет 16,5 сантиметров. Покупал за $9.58, почти $10. Пакет был доставлен из Китая в Беларусь за 35 дней. Трек, номер отслеживался. И китайцы, гады, оценили в реальную стоимость товара. Вес 308 грамм. И второй товар в таком черном пакетике доставлен из Китая в Беларусь почти за месяц. Трек номер цифровой не отслеживался. Здесь держатель, подвес, вешалка, крюк для головных телефонов. У меня наушники Sennheiser, когда-то я снимал видеообзор, ссылочка будет на них здесь. Этот товар я уже приобретал на eBay за $6.95. Так, оценку почтового пакетика занизили до $5. Вес 400 грамм. Рассматривал также стойку для наушников, но потом отказался от этого решения, потому что предлагаемые стойки имеют, на мой взгляд, два недостатка. Во-первых, поскольку они располагаются на столе, они уже занимают определенную поверхность стола и не способны сэкономить рабочее пространство. И во-вторых, платформа стойки, на которой крепится алюминиевая мачта, выполнена из пластика. Она легкая и определенно неустойчивая в момент снятия с нее наушников. И вполне может опрокинуться. То есть потребуется аккуратно снимать наушники и контролировать этот процесс. Всех этих недостатков лишен данный держатель, который, во-первых, целиком из металла, он крепкий, соединение выполнено с помощью сварки. А во-вторых, этот держатель выполняет роль некого подвеса, крюка, и крепится он на любой горизонтальной поверхности, например, на полке.
В моем случае это горизонтальное крепление, но к продаже также предлагается держатели с установкой на вертикальные стенки. Единственное отличие, что вот этот крюк, он приварен как бы с поворотом на 90 градусов. Крепится таким образом, но крюк у нас развернут. Крепится по типу струбцины. На этой площадке имеется приклеена такая вот типа фетра, для того, чтобы не повредить поверхность. С этой стороны нет, просто металлическая. Единственное предупреждение: не перекручивайте этот винт, поскольку происходит изгиб вот этой конструкции. Если вам будет заметно, вот она отталкивается и как бы сам винт разворачивается немножко под углом. Ширина выступающего вперед держателя 75 мм. Ну и этого крюка хватит для подвешивания на нем большинства моделей головных телефонов. На рабочем столе это выглядит следующим образом. То есть вполне себе висят в сторонке и не мешают. Производится под брендом Alctron модель MAS007. Рекомендую к покупке. Кстати, в представленном магазине можно приобрести различные запчасти для ремонта наушников и аксессуары к ним, типа амбушюр различной формы, боксы для их хранения. Все ссылки на представленные в этом видеоролике эти два товара вы найдете внизу в описании. А вас благодарю за внимание, с вас подписка на канал и до встречи в новых видео. Пока, увидимся.